Совершается посадка на рейс 1746 авиакомпании «Аэрофлот» в Южно-Сахалинск. 6 человек, выпивающих в бизнес-зале, могут не торопиться. Допивайте и к воротам номер 12. Увезите меня в чемодане, хоть на море, но можно и в горы. Я как лампочка перегораю, мне уже откровенно так похрен. А тут суровый остров Сахалин, в компашке из 12 упертых. На август подвернулся, блин, летим. Хотелось походить, конечно, в шортах. Земля, где длинная зима, и так недолго лето длится. Природа чудной закрома, где красота земли таится. Прекрасный остров Сахалин, земля, похожая на рыбку в пучине волн морских седин. Все дарит всем свою улыбку. Только в нашей гостинице. Вот, допустим, я там. Вот я пошел в туалет, иду. Сани здесь спит. Я беру, так открываю. Ой! Суровый сахалинский край, водой омытый океана. Души моей прекрасный рай, земля снегов, дождей, тумана. Суров таежностью своей, непредсказуемой погодой. Но ты всегда в душе моей, красивой, сказочной природой. Я задержал, обидно. Природы. Суров таежностью своей, непредсказуемой погодой. Но ты всегда в душе моей, красивой, сказочной природой. Видишь, вы приехали ко мне в гости. В мой ресторан на берегу моря. Я всех рад вас видеть. Вы, наверное, сегодня оплатили не только себе путевку, но еще и сахалинскую погоду заказали. Потому что вот именно сегодня, именно сейчас настоящая сахалинская погода. Никакого солнца, ветер, дождь, слякоть, пасмурно. Это наша сахалинская погода обалденная. А то, что чуть загорело, и вы не смотрите, я просто не мылся неделю. Давайте я, наверное, покажу, да. Сначала презентуем слегка еду. У нас сегодня бутербродики. А-ля, так сказать, брускеты. Почему а-ля? Потому что, как известно, брускетики, хлеб обжаривается. Но у нас полевые условия, плюс Дальний Восток, оно все-таки свое берет. Обычный белый батончик, сливочное масло и корочка. Второй вид наших а-ля брускетиков — это батончик, творожный сыр, огурчик, авокадо и чавыча спецпосола. Все это сделано моими руками. Ну, также морепродукты у нас в азиатском стиле. Почему в азиатском стиле? Если вы заметили, у нас очень много корейцев, японцев. Вообще тут смесь всех национальностей. И вот тут у нас как раз таки морепродукты с соусом юдзу с легкой остринкой. Остринка от корейцев, а соус юдзу — это японский соус на основе японских цитрусов. Вот там находится у нас гребешок, кальмар, грибы щитаки японский, креветка кедровая. Ну и, конечно же, что самое вкусное сегодня, не какой-то там краб, икра, все это ерунда. Тут обалденная картошечка. Да! Самая лучшая картошечка. О напитках, да, у нас в графине с красной крышечкой у нас морс с клоповки и настойка с клоповки. Кстати, настоечка пьется вообще изумительно. Греет не только наше тело, но и нашу душу. Градусов 30-40. Почему клоповка? Не задумались? Почему клоповка? Ягода клоповка на Западе называют красника, но на Дальнем Востоке, конкретно на Сахалине, это клоповка. Потому что когда ее раздавишь, ну все же наверняка пробовали у бабушки на огороде ягоду с куста. И аромат клопата. Ну конечно понял, это аромат клопа. Вот, это вот. Пробуйте, нюхайте. Обязательно. И вспомните аромат детства. Ну что ж, дальше ассорти малосол, там огурчики, помидорчики, перчики, чили острые. И также кей из минтая. Это минтай, который водится в нашем море в Охотском. Морская капуста, которую, кстати, вы видели на берегу моря, у нас глубоководная. Морская капуста глубоководная, она толстая и нарезана кубиком и приготовлена в корейском стиле. Розочка считается самой вкусной, потому что она служит как фильтр между панцирем. В панцире у краба находится печень, которая при термической обработке растворяется и проникает в розочку. Вот у нее совсем другой вкус, не похожий на фалангу. Вот, давайте я покажу, как правильно отломать розочку, чтобы... И съесть. Да, и самое важное съесть. Самое важное услышать один волшебный звук.
Ой! Вот, слышалось легкий треск. Тут все уже давно показано. Это нужно разрезать просто между красной и белой. По полосочке режем и получаем... А ты по образованию хирург? Я повар с теми образованиями. What if they're the real me, and I'm a disguise? What if I'm a shadow, just a flicker in their eyes? Do I run? Do I stay? Do I scream? Do I pray? When let the shadows come and take me away? Связали без загробовку кружки, а под хлопушку ушла и вся икорка. Капусту сгрузили мастерски, переглянулись и взяли самогонку. Вдруг кто-то крикнул, а кому слабо? И как пингвины попрыгали все в воду. А я подумал, вот это самогон. Уселись в кресло, да и все бутерброды. Поплава дура наш маяк, а Нива. На юге острова безмолвно он стоит. Скала сивучая приютила это чудо. Повсюду слышен толстый чай крик. Надежно служит каменным форпостом, воюя с ветром он наедине. От ураганов закрывает остров, барьер поставив ледяной волне. Здесь чайки в скалах гнезда свили, волна морская на камнях шумит. Эпохи разные маяк сменили, себя он тянет сильно, как магнит. Прощание миг, и катер быстрый уплыл его, оставив одиноким. И только волн блеск серебристый, бетонных стен услышал те упреки. Замена, атомное сердце, ну а потом и этого лишили. Заброшен, словно иноверцы свои, отправ на жизнь в раз отрешили. Что вы себе позволяете? Это был вызов Ангелине, брошенный одной из чаек. Руслан сразу смекнул – это к большим деньгам. А увидя, что его тоже зацепило, подумал, да и мне прилипнет. В какой валюте считать прибыль и куда складывать деньги было делом десятым. Сидящий рядом режиссер фильма Владимир тактично промолчал, так как все чайки на одно лицо, как говорят в криминальном мире птиц, на один клюв, розыск виновного в обсирании очков и элементов куртки будущей миллионерши может затянуться. Бомбомбер. Давайте, люди, проходите. Вот и они. Должна быть размещена на багажной полке. Должны быть переведены в авиарежим. Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков, принесенных с собой. Чего? Ну что, посадку давайте, что не забивай. Садитесь, пожалуйста. Во! Фиг вам, а не Курилы! Радуйтесь, что не полетели, а то сидели бы там неделю под дождем и обратно на Сахалин не попали бы. Завтра и здесь охренеете! Злой яд. Вот так вот получил квиточек, сел в самолет. Вышел из самолета, получая обратно багаж. 慧娘，是你吗？慧娘，慧娘，我是慧娘，我是慧娘。 А назад, можешь назад? Так же, только назад, да. Вот такой вот номер. Нас завтра разделит, потому что педеристическая херня, вот нас завтра разделит. Ой, ой, Завтра разделит. Снял такую. ой. Я сколько не сплю в этом кровати. Ну вот так вот. Да, уже другое, да, вот такая круть. Вот такая круть. И вот такой номер. Вот за нами приехали. Наверное.
Да не, наверное, точно. Ты что, не видишь посадку? Пойдем туда подойдем, посмотрим. Дождь, куда-то едем, не знаю. Все надо протирать вот так вот постоянно. А чё мы здесь лазим-то? Ищем янтарь. Да? В целом нормальная погода. Не слышишь ничего, да? Янтарь. Ага. Это он, да, тоже? Да. Как реально янтарь. Я нашел золотую жилу. Я тебя плохо слышу. Ура! Ура! Сумасшедшие люди. Ну неправда, я не сумасшедший. А я поелись. Вот что делает с людьми янтарь. В таких местах и ищем. Заберем нас в аэропорту, не это самое, ничего. Нет, скажите, что я вам дал. Тогда можно. Тогда можно, да. Ярик, предлагаю завязывать с этим. Что скажешь? Я стану богатым! Я миллионер! Узкое море на песчаный берег выносит слезинки вековой сосны. Затар драгоценный не требует денег, янтарный блеск вдоль прибрежной полосы. Продолжив нашу по острову обзорку, пофоткав Тори японские врата, здесь все красиво, как на подборке, и даже ржавое железо чертова моста. Край богатый, суровый портовый люд, каленый из каторжных жил, кровью, жаром, свободный, фартовый для России века сторожи. Но вы не думайте, что гладко и курортно, и не мечтайте, что здесь как рай земной. Ведь край здесь отнюдь не второсортный, а у моря сильный носовой. На Сахалине сорки и долины, в лопухах, что выше головы. Здесь целебные ключи и глина, и ковер живители травы. Высоком вьется лентой транспортера, раздвинув ельник гладкое шоссе, а вы над лесом тучи распростерла неповторимой сказочной красе. Давай Нептуну нальем. Лентой транспортера, раздвинув ельник гладкое шоссе, а высь над лесом тучи распростерла в неповторимой сказочной красе. День рождения у Вовки, купим мы ему морковки, литр виски и 5 пива, и потребуем обмыва. В общем, Вовка, ты пойми, и нас строго не суди, нам 5 литров пива мало, да и пиво задолбало. Sunrise dancing on the hill, feet on fire, can't stay still. Colors blue, where dreams ignite, fields of gold and hearts so light. Spin me around where the roses play, laughing loud in the golden rain. Take the flower, take the day, that'll parade. Vamos a bailar, hey. Take the flower, let it stay in your heart where joy will lay. Слушаю внимательно. Vladimir, this is James Cameron. I would like to congratulate you on your birthday.
Джеймс, давай по-русски, хватит шифроваться. Ладно, договорились. Чего звоню-то? Поздравить тебя с днем рождения. Сколько тебя там стукнуло? Спасибо за поздравление. Я, кстати, сейчас на Сахалине. Слушай, прикольно. Я тоже не отказался бы туда сгонять. Говорят, там красиво, но холодно. Ребят, которые нас возят по острову, спрашивают, чего вы все в августе претесь, когда по погоде не угадаешь? Ураганы, еще что-то. Говорят, лучше приезжать в июле или в сентябре. Чего за ребята? У них сайт есть, «Туризм на Сахалине» называется. Они, кстати, и на Итурупе организовывают туры. Мы, правда, туда не попали. На Сахалине заливало, а там вообще жесть была. Если честно, не очень удобно разговаривать. Сейчас на джипах по буеракам скачем. По буеракам? Ну, по колдобинам. По колдобинам? Блин, ну по большим ямам. Так у вас в России все дороги такие. Кстати, я же к тебе заезжал. Статуэтку «Оскар» привез за фильм про Ивана Грозного на твоем канале. Мне лично все твои фильмы нравятся, особенно последние. Про Таиланд, Мальдивы, Сейшелы. Про Ереван классный получился. Я же подписан на тебя. Да я знаю. Тут недавно Стивен Спилберг подписался. Как наш с тобой друг Квентин Тарантино? Наш с тобой друг Квентин Тарантино постоянно клянчит у меня ссылки на твои видосы. Хотя спрашивается, чего проще. Нажал подписаться, на колокольчике выбрал строчку «Все» и получай уведомления о новинках. Не забудь скинуть мне контакты ребят, с которыми ты сейчас катаешься. Хорошо, скину и под роликом тоже оставлю. Когда блокбастер про Сахалин ждать? Надеюсь, не тогда, когда мой следующий аватар выйдет. Да не, раньше, конечно. А потом Армению доделают. Там тоже много где покатались. А как наша старая дружная бригада? Сильвестр, Джейсон, Дольф? Поздравили уже? Может, и поздравили. Я мог быть недоступен. Хорошая связь только в городе. Ладно, передавай всей своей компании привет. Хорошего вам отдыха. Ну и береги себя. Все-таки 55 годков. Ой, старичел, помолчал бы уже. Ну все, пока. Саша, что, речку размыла? И вот перед нами два мыса великих, Останца Стража и Кекура ворота. Кекура трапеция в солнечных бликах, берег прекрасный и перебор кислорода. Не зря писали великие Стругацкие, там, где асфальт, ничего интересного. Очень похоже на тропы солдатские, это красоты края чудесного. Одинокие пляжи и спуски твои, только сопкам и мысам видны. И счастливчикам вроде меня, кто так рад, что увидел тебя. Какой ты мне мой друг, от красот этих мест. Это море вокруг, эти скалы и лес. Шум волны, крики птиц, запах пьяный пьянит. Свет души в свете лиц, Сахалин, ты магнит. Два мыса великих, Останца Стража и Кекура ворота. Кекура трапеция в солнечных бликах, берег прекрасный и перебор кислорода. Не зря писали великие Стругацкие, там, где асфальт, ничего интересного. Очень похоже на тропы солдатские, это красоты края чудесного. Одинокие пляжи и спуски твои, только сопкам и мысам видны. И счастливчиком вроде меня, кто так рад, что увидел тебя. В общем, Вов, я тебе скажу так: люби, дыши, живи, дерзай, загадывай мечту, и все мечты сбудутся. С днем рождения! Как уйти мне, мой друг, от красот этих мест? Это море вокруг, эти скалы и лес. Волны, крики птиц, запах пьяный пьянит. Свет души в свете лиц, Сахалин, ты магнит.
перед нами. С меня ростом. Вот так вот. Ух. Мощь. Мощь. В том же составе Никита почему-то отходит от меня. Красота-то какая, смотрите. Как будто ничего и не было. А это залив Анива между двух хвостиков, который. Это мы вчера, позавчера катались в дождь здесь. Не катались, в другой стороне. А мне казалось, я видел вот эти. СПГ? Да. Он тут единственный. Он на рейде вдали стоит. Видел, когда мы на маяк они ушли. Да. Маленькие посудины, это буксиры, они вот этот газовоз крутят сюда, швартуют, выводят. Это как раз и есть первый в России завод по производству сжиженного природного газа СПГ, открытый в Корсаковском районе острова в 2009 году президентом России Дмитрием Медведевым. Да-да, Сахалин – это остров, а не полуостров, как принято было считать в древние времена. Причем самый большой в России, омывается двумя морями – Охотским и Японским, которые впадают в Тихий океан. Южно-Сахалинск был основан в 19 веке как каторжное поселение Владимировка. Таковым являлся около 40 лет, до 1906 года. После поражения в русско-японской войне южная часть Сахалина отошла Японии и долгие годы была ее колонией. Остров носил название Карафута, а город назывался Тойохара, что в дословном переводе с японского означает «богатая плодородная долина». Во время Второй мировой войны Советский Союз вернул себе Сахалин, а также России отошли Курильские острова. Я думал, близость к Японии как-то повлияла на население, а нет. Около 5% населения составляют корейцы. Они были завезены сюда японцами в период Карафута для принудительных работ. После освобождения острова многие хотели вернуться на родину, но из-за разделения Кореи на южную и северную это стало проблематично. Коренное же население острова – невхи и айны, которых сейчас на Сахалине около 1%. На Сахалине много медведей, и они в прямом смысле в деревнях и селах стучатся в дом, но совсем нет волков. Чучело единственного волка, который когда-то проник на остров с материка по льду, хранится в краеведческом музее. Ладно, это все понятно, истории и тому подобное, но меня удивило другое. Так как я являюсь фанатом морепродуктов, они здесь дороже, чем на материке. Очередной наш день на краешке земли, как коряга на воде брошенный. Пасынок юродивый остров Сахалин, изразец большой страны, бурями скошенный. Через пыльные стекла мощных машин, балдея от цвета сахалинской палитры, все засниму и смонтирую фильм, и даже сделаю японские субтитры. Bittersweet, bittersweet silence. Здесь не бывает ведомых дорожек, но дальше Сахалина не уйдешь. И нет для сердца ничего дороже, как будто в мире сказочном живешь. От красот бирюзовых озер, замирая, что в бывших карьерах добычи руды. Вода в них холодная и неживая, и есть ощущение какой-то пустоты. Здесь не бывает ведомых дорожек, но дальше Сахалина не уйдешь. И нет для сердца ничего дороже, как будто в мире сказочном живешь. Но дальше Сахалина не уйдешь. И нет для сердца ничего дороже, как будто в мире сказочном живешь. Снять ролик здесь, мечта для режиссеров. Не передать и прелести, бросая взоры вниз. А в память о матросах бесстрашного линкора Евстафием назвали прекрасный дивный мыс.
озеро Буссе. Лагуна. Озеро Лагуна. Тоже с морской, да, водой? Да, сюда отливы, приливы заходят. Вот это устрицы живут. Все приехали что, отдыхать? Или все-таки устриц? Это на устриц. Ах, они наших устриц уже жрут. Не исключено. Ну, они, наверное, невкусные, да? Очень вкусные. Вот такие здоровые, да? Очень вкусные. Они все вкусные. Ага. Они же Я здесь уже жили. янтаря насобирала. Здесь был поселок. Мне теперь надо собирать другого. Посуда японская. Да, кусочки посуды. Вот японское пиво. Это тех лет еще, да? Вот у меня 2 осколка. А у тебя, да, у тебя от посуды. Японская звезда. Прикинь, Там еще город лежит бутылка РСФСР. Кусок посуды. в натуре, смотри. Но он такой. Не разукрашен, но он кусок же посуды. Я кому сейчас отдам. Сапора. Ихний Ну да, завод-производитель. Какой год получается? Ну, они бежали в 45. Это был наш предпоследний день на острове Сахалин. Завтра перед самолетом посетим место силы, гору Лягушка. Если подвести итоги нашего трипа, скажу одно: это было круто. Каждый день был насыщенным и интересным, не считая два. Один – потерянный из-за возни с отменой рейсов на Курильские острова. Другой – день прилета и пустому, как лично для меня, хождению по ничем неприметному Южу Сахалинску. На мой вопрос, обращенный к ребятам из автотура, можно сказать, что мы полностью посмотрели Сахалин? А ответ был такой, близко к тексту. Основные сливки вы сняли, но для полной картины вам бы еще дня 3. Есть интересные локации, которые надо увидеть. И тут я загрустил, а потом подумал, вот он повод вернуться и совместить следующую поездку с посещением Курил, а там есть что посмотреть. У тебя получился, а, свеча, да? Ветер какой был, бля. Там было величие, здесь чуть по-другому. Сань, мы тебя поздравляем с днем рождения. Мы понимаем, что для тебя мы все здесь чужие люди, но мы от души уже родные. От души желаем тебе всего самого наилучшего, самого хорошего, чтобы в жизни тебе везло, чтобы была любовь, было то, что ты пожелаешь. Закрываем глаза, загадываем желание. Самое лучшее желание исполняется тогда, когда забываешь свечи. С утра маршрут лежит. Тут Сахалин свои приоткрывает тайны. Вдруг камень с иероглифами на пути, и можно загадать заветное желание. Ведь человек по сути в этом мире одинок, но верить хочется, что заклинание поможет, исполнит его камень или Бог, что всю энергию земли в тот камень вложит. И пусть на тесной карте мира неярко обозначен он, к нему протянуты пунктиры земных дорог со всех сторон. На самом краешке России, где море бьется в берега, лежит он в океане
башни красоты, и вдаль от берегов туманных улетая, на острове суровом оставишь сердце ты, о новой встрече с ним еще не зная. Пересмотри мой фильм и вспомнишь Сахалин, где летом звезды падают на небе предрассветном. Зимой же в юге кружат вальсы под напевы ветра. Не уживется тут слабак и бесхребетный. И пусть на тесной карте мира не ярко обозначен он, к нему протянуты пунктиры земных дорог со всех сторон. На самом краешке России, где море бьется в берега, лежит он в океане синем, как в песне звонкая строка. Резкий уход в черное. Титры. Мне нужен финал. Нет, 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 дорогой мой. Вам нужен сиквел. Подумайте. Пора на самолет. Я ушел.